Альхамдулиллахи ва кафа, вассалату вассалям аля набийна Мухаммад аль-Мустафа. Сегодня хочу затронуть такую тему, как союз чести, или как мы тонем в этом мире. После войны беззакония, или по-другому войны безбожия, еще до начала последнего пророчества, у арабов был заключен договор, который был назван Союзом чести. Человек по имени Ибн Вайль ас-Сахми стал задерживать выплату денег продавцу из Йемена за товар. И тот, в свою очередь, поняв, что человек не собирается платить и денег ему не видать, идет к Каабе и начинает кричать о своем положении, о той несправедливости, которую учинил Ибн Вайль по отношению к нему. Но никто ничего не предпринял, так как Ибн Вайль был авторитетным человеком. После этого события Зубейр ибн Абдуль-Мутталиб не находит себе места, это не дает ему покоя. Он начинает предпринимать действия. Он собрал представителей Бану Хашим, Бану Абдуль-Мутталиб, Бану Зухра и выступил перед ними на этом совете. Они поклялись никогда впредь не допускать того, чтобы в Мекке кто-то обидел кого-то или один кинул другого. Далее они пошли в дом Аса ибн Вайль и забрали у него все, что причиталось этому чужеземцу из Йемена, и вернули ему. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, тоже принимал участие в этом союзе. Это стало гордостью арабов. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, что он не променял бы этот союз даже на 100 красных верблюдов. Ученый-историк наших дней Ас-Саляби говорит, что справедливость – это абсолютная ценность. Справедливость – это абсолютная ценность. Можно объединиться с неверующими, учитывая интересы мусульман, и заключать союзы чести, ведь человеческая фитра, если она не испорчена, не должна принимать дулем. Мужчины чести должны быть во всех эпохах, во все времена. Например, в последние десятилетия остро стоит проблема экологии. Почему мужчинам не объединиться и не защитить природу? Ведь наш любимый пророк, алейхиссаляту вассалям, запрещал справлять нужду в воду, запретил ломать деревья. Разве это не основа защиты экологии? Разве у нас меньше ценностей, чем людей той эпохи? Разве мы любим этот мир больше, чем те арабы, которые даже не знали, что такое ислам в то время? Мусульмане не пена. Мусульмане не должны быть задвинуты к обочине. Наш пример для подражания, саллаллаху алейхи вассалям, как до, так и после пророчества, был в центре событий. Его звали Аль-Амин лишь потому, что он был в стороне и ничего не делал. Мы должны жить так, чтобы наша смерть стала огромной потерей для мусульман, чтобы спустя десяток лет после нашей кончины, лишь при малом напоминании о нас, у людей прошла дрожь по телу, и они с комом в горле начали просить милости для нас и прощения. Аллах сказал, что поставит наместника на земле. Что же будет с землей, если наместник будет несправедливым? Кто-то может сказать, что это было до ислама, и к нашим дням это не имеет отношения. Однако тот, чей авторитет неоспорим, алейхиссаляту вассалям, говорил, что будучи юношей, он участвовал со своими дядями в союзе чести, и теперь, будучи пророком, если бы его позвали на союз чести, то принял бы это. Где же союз мусульманских лидеров в защите палестинской земли? Где союз соседей? Однако мы видим в этом вопросе союз неверующих, которые толпами протестуют против этой ситуации. А где мы? Ведь визитка ислама – справедливость. Ислам рядом с угнетенными, несмотря на происхождение. О люди, помните слова нашего Господа. О те, которые уверовали. Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете. Сура Аль-Майда, 8 аят. Любовь к комфорту делает нас нерешительными, слабыми, и мы боимся потерять этот комфорт. Сегодня мы наблюдаем, как люди, боясь потерять свою никчемную работу, боятся высказать слово в защиту справедливости и становятся пешками в политических играх. Арабы же, нуждаясь в сильных мужчинах, отдавали своих детей кормильцам, живших в пустыне бедуинам, для того, чтобы они увидели суровый образ жизни и привыкли к нему. В этом урок и для нас. Любовь к своим детям не значит таскать их на руках или задаривать, зацеловывать, любить. Это значит сделать его сильной цепью в обществе. Союз можно создавать всегда и везде, даже если ты школьник и учишься в школе. Можно собрать в классе и создать закон, никогда не позволять обижать тех, кто слабее. Субханака Аллахумма ва бихамдик ва табаракасмук ва та'аля джаддук ва ла иляха гайрук.